Друзья, всем привет! Предлагаю вам сегодня вместе со мной сделать разделение вот этих вот орхидей. Отсоединить вот эту орхидею, деточку, которая образовалась на цветоносе чуть больше года назад. Вот от этого материнского растения. И не только отсоединить, но и пересадить эту красотку. Кроме того, я вам покажу варианты отсоединения, тем более, что очень часто задают вопросы в комментариях видео, как лучше отсоединить орхидейку, маленькую, образовавшуюся на цветоносе, от самого цветоноса. Ну что, готовы к интересному зрелищу и участию в этом процессе? Тогда поехали! Так, друзья, ну вот, собственно, наша с вами орхидеечка. Это мультифлора Монтерей. И не просто Монтерей, а это у нас еще и бабочка Монтерей. Я найду фотографию цветения этой орхидеечки и вставлю вот сюда. Посмотрите, у нас помимо вот этой бабочки есть еще и Монтерей пилорик, но это уже другая история. И вот, значит, вот эту орхидеечку я купил в прошлом году, по-моему, это было весною. Она у нас прекрасно цвела, цвела пышным цветоносом, и где-то чуть больше года назад на цветоносе, на одной из почек, вот здесь вот, она выпустила детку. Более того, эта детка еще и цвела, и довольно-таки долго цвела. Цвела эта детка, ой, если мне память не изменяет, наверное, месяцев 8 точно. Цвела эта деточка. Да, и вот сегодня вот такая вот картина. Естественно, вы сейчас видите, что корни у нас в разные стороны. Это результат того, что этим летом, когда после того, когда мы поместили корешки и направили вот в этот вот сосуд, я мотался на юг 2 недели здесь, 2 недели в другом месте, и поэтому времени смотреть за этой деткой особого не было. И вот сегодня у нее, видите, корни немножечко в растопырочку вышли, но все равно какая-то часть у нас вот в этом вот горшке. У нас есть отдельное видео, я ссылочку найду, обязательно вставлю в верхний правый угол, да и вообще я заведу плейлист, который так и будет называться «Орхидеи Монтерей мультифлоры», где соберу все видео, связанные вот с этими красотками. И вот с этой вот бабочкой, и с другой, второй ее сестричкой пилориком. Есть у нас еще пилорик. Видео в ближайшее время тоже выйдет про нее. Мы там тоже будем отделять деточки. Но там у нас детки есть поинтереснее в плане процесса отделения. Ну, а здесь у нас вот такая вот картина. Значит, что хочу, значит, сразу акцентировать, на чем внимание, друзья, на том, что отделять деток можно 2 способами с цветоноса. Сегодня я покажу один из способов. Есть самый, наверное, простой способ. Кстати, видите, эта орхидеечка у нас тоже уже зацветает. Есть самый простой способ. Это когда мы просто эту детку отсоединяем. С одной стороны отрезаем цветонос, и с другой стороны отрезаем цветонос, ну там сантиметра по 2. Вот, к примеру, есть вот такая вот у нас орхидея. Это орхидея легато. Эта орхидея тоже была, значит, появилась на цветоносе, и когда появились у нее корешки, эту орхидеечку, значит, обрезана она была с 2 сторон с цветоноса. Вот цветонос сам, значит, остался. Внизу вот он, ну, как бы вот с одной стороны обрезан был, и с другой стороны. И на уровне почки, точнее место, где, значит, сама орхидея
отросла от цветоноса. Вот на этом уровне она была посажена вот в такую вот емкость для дальнейшего наращивания корней. Ну вот орхидея нарастила корни. Это, кстати, Legato Trilips. Вот тоже она уже цвела, эта орхидеечка. Вот такая вот красотка. Это вот самый простой способ просто обрезать цветонос с двух сторон, там, где орхидеечка, и посадить вместе с цветоносом ее с обрезанным в горшок. Цветонос со временем отсохнет и, ну, в общем, никакого вреда, по большому счету, самой орхидеи не принесет, потому что, ну, это обычное явление, то же самое, цветонос отсыхает точно так же, как и основание у орхидеи, когда, да, орхидея растет, листья появляются, корни нижние отмирают, и вот кочерышка организовывается у орхидеи. Внизу она уже все высохла, даже начинает подгнивать, а чем ближе к верху, тем она живее и сочнее, да, то есть и вот мы омолаживаем, отрезаем низ. Вот примерно то же самое и здесь. Цветонос, он сперва зеленый, потом отсохнет, и все, и ничего страшного. Потом при пересадке вот этот вот сухой стебелек, он просто либо сам отпадет, либо его легко вы отделите. Вот это один из таких простых способов отделения. Есть и немножко сложнее способ, наверное, сегодня у нас выйдет как раз таки именно такой, когда мы будем прям срезать с самого непосредственно цветоноса эту детку и пересаживать. Но для начала, значит, что хочу, просто эту орхидею отрезать от самого цветоноса, чтобы она нам не мешала. Я ее сейчас просто сам цветонос обрезаю. Опа! Вот так вот. И вытаскиваем палочку, на котором она у нас крепилась, эта орхидея. Вот. Крепилась. Так, друзья, 5 секунд. Вот. 5 секунд. Вот, все. Теперь саму мамашу мы с отрезанным цветоносом убираем в сторонку. Она нам уже не нужна в этом видео. Вот. Мы ее пересадим в следующем видео. И вот у нас вот такая вот, значит, деточка. Я ее сейчас выну палочку вот эту вот. Значит, еще раз, кому интересно будет, как мы эту орхидею усаживали и размещали вот в этот вот горшок, ссылку на видео я оставлю. Вот смотрите, в чем мы, значит, с вами, ну, точнее, я проворонил эту орхидею в том, что не уследил за формированием ее корней. Видите, корни очень-очень сильно разрослись. Один из корней пророс вот сюда вот, в эту дырку. Но благодаря тому, что у орхидеи большое количество, видите, других корней, ценность, вот этот корень, он, ну, как сказать, большой он нам не представляет. То есть им, в принципе, можно пожертвовать и не портить, не резать горшок, вот, а просто его удалить, этот корень. Естественно, встает вопрос, где это лучше сделать. Здесь на месте, где он, видите, пророс, потому что, разрезая этот горшок, не повредив вот это место, не получится по-любому. Вот, потому что он прям здесь очень плотненько, видите, пророс. Вот, и разрезая вот эту дырку, он уже даже, видите, в этом месте утончен. То есть он уже как бы здесь большую вероятность имеет того, что он будет здесь в грунте, когда посадим в горшок, он будет портиться. Поэтому мы его просто срежем. Где его срезать? Здесь? Нет, конечно. Срезать нужно сразу вот его под само основание. Я понимаю, что сейчас некоторые схватятся за архаманское сердце, скажут: ой, зачем? Друзья, ну еще раз говорю, нет смысла вот обрезать и бороться вот за этот корень, потому что он будет в дальнейшем вот на месте испорченный веломен, он уже не восстановится, он уже, видите, здесь немножко надломан. Вот, поэтому я его удаляю вообще, вот, в связи с тем, что у орхидеи прям, вот видите, прям под основание, все. И чтобы он не мозолил вам глаза, я его убираю вообще. Вот, все. Вот так вот. Срезаю цветонос, который старый.
Да, немножко, чтобы он нам не мешал, не цеплялся. Ну, примерно вот так пока что. Вот. И теперь смотрим тот цветонос, на котором она росла. Это орхидея. Некоторые говорили, что это не орхидея сама цветет в прошлом году. Потому что, ну, рядышком вот видно было цветоносик. А я рассказывал, что из одной почки вырос цветонос. Вот он цвел. И сама орхидея. И орхидея зацвела отдельным цветоносом. Видите? Вот он, отдельный цветонос. То есть орхидея цвела очень долго. И вот, кстати, еще один корешок лезет, видите? То есть орхидея очень хорошо развивается. И вот мы ее с вами вот здесь вот сейчас и разрежем. Вот, разрежем ей пуповину, которая... Ну, мы уже, в принципе, пуповину обрезали, да? А мы сейчас отрежем пуповину, которая соединяла с этим. Вот здесь вот, в этом месте. Видите, вот тут вот от основания. Бывает так, что орхидея очень плотно, ближе к этому цветоносу расположена, то тогда можно брать скальпель и отрезать аккуратно скальпелем. У нас, кстати, есть видео хорошее на канале в плейлисте, который называется Red Lip. Вот там мы показательно отделяли скальпелем прикорневую детку. Да, прикорневую детку очень показательно. То есть очень часто спрашивают, как отделить прикорневую. Вот там мы прикорневую деточку отрезали. Вот. Ну а сегодня мы просто срезаем ее вот с этого. Вот так вот раз. Все. Вот мы обрезали. Вот это нам уже не нужно. Значит, вчера мы с вами отделяли, точнее не отделяли, а пересаживали Howard G. Fancy орхидею. И много было вопросов в комментариях, значит, как я буду сажать пенек. Друзья, да, я уже посадил, но я, к сожалению, не снимал видео, потому что не до видео было. Особо там и смотреть-то нечего. Ну, посадил и посадил. Но в дальнейшем я, конечно, покажу, как буду ухаживать за тем пеньком, который остался от вчерашней орхидеи. Так, ну что, вот этот листик нам тоже мешает, я его удаляю. Он нам не нужен. Вот этот листик. Чешуйки тоже можно снять по возможности, не повредив новенький вот этот вот корешок. Вот так вот. Вот. Наверняка сейчас многие вопросы задают, как я буду ее сажать. Друзья, сейчас все увидим. Так, ну вот стекает у нас этот. Так, ну вот. Значит, вот так вот мы это все дело делаем. Еще здесь капну чуть-чуть. Вот тут. Все. Вот примерно вот такая вот у нас получилась. Вот. Главное, что цветонос не повредить, новенький. Так, палочку пока я оставлю, за нее буду держать засохший цветонос. И теперь, друзья, такая вот прям задача, это уместить все вот эти корешки, ну или максимальное их количество в горшок, в котором будем сажать. Я уже подготовил вот такое кашпо. Сейчас я попробую в это кашпо. Вот. Ну, думаю, что в принципе неплохо она здесь поместится. Да. Всеми корешками здесь помещается. Да, аккуратненько мы ее сейчас вот так вот поместим. Вот. Так, но прежде чем поместить эту орхидею, я хочу проделать кое-какую процедуру с этой орхидеей. Так, у меня есть, значит, раствор сукцината аммония. Это аммонийная соль янтарной кислоты. Такое вот, знаете, средство, улучшающее и увеличивающее обмен веществ у орхидеи, получаемое при смешивании в воде определенной дозы нашатырного спирта с
определенной дозой янтарной кислоты. И при смешивании их в воде получается цукцинат аммония. Или по-другому называется аммонийная соль янтарной кислоты, которая является таким энергетическим стимулятором и толчком для орхидеи. У нас есть плейлист на канале, так и называется, энергетический тоник для орхидеи. Там все в этом я рассказываю. И вот сегодня я хочу перед пересадкой эту орхидею, значит, вот всю вот так вот, значит, опрыскать. Корни заодно немножечко станут эластичными. Вот на корешки все это дело тоже. Вот так. Вот. Ничего страшного, что на цветонос это все попадает. Ничего страшного. Даже если и попадет, то никакого вреда не нанесет. Все, вот так вот немножко пускай она постоит, пока мы подготовим непосредственно к посадке. Значит, как буду сажать, друзья, эту орхидею? Ну, значит, все очень доступно, просто и эффективно. Значит, как всегда, беру моховой фитиль, беру мох. Вот такой вот моховой фитиль будем сделаем. Сейчас я сделаю из него сомну вот такой вот плотно-плотно. Я уже и вчера это делал. Сейчас я практически в большинство посадок, ну, знаете, не экспериментальных, а вот для себя, прям специально для себя, на постоянку я использую моховой фитиль. Это значительно упрощает уход за орхидеями. Вот, в плане полива, быстрого полива и такого, знаете, удобного. Вот так вот делаю все. А уже другие видео, где я снимаю там посадки без фитиля, там еще что-то, это специально для видео, для тех, кто, ну, не хочет использовать фитиль. Ну, вот я снимаю, показываю, как бы там посадил, если бы не применял бы фитиль. Поэтому не все же, ну, любят одно и то же, что там делает кто-то. Кто-то и по-другому хочет, да. Вот, поэтому эту посадку я делаю, как говорится, как для себя. Вот так вот. Так, значит, в качестве дренажа обязательно я кидану сюда вот такой вот керамзит. Это обычный строительный керамзит, купленный в Леруа Мерлене в мешке 30 литров за 100 с небольшим рублей за 30 литров. То есть вот так вот. Ну все. Вот так. Да? И, значит, следующий ингредиент, это будет самое обычное, друзья. Вот такая вот кора средней фракции. Ну, как сказать, средний, ну вот вы видите, вот такие вот кусочки, 1-2 сантиметра, вот, где-то, может, поменьше. Обычная, прям вот обычная, самая обычная кора, которая продается и в магазинах, ну, наверное, скорее, ну да, и в магазинах, на Вальбересе, на Озоне, и в группах, в общем, везде можно ее найти. Это простая кора, то есть сосны, вот, для орхидей, вот такая вот кусочками. Все, давайте нашу с вами орхидеечку погружать сюда, потихонечку, медленно сжимая ей корни. Корни, конечно, успели разрастись. Вот, разрастись. Поэтому аккуратненько ее сюда помещаем, орхидею эту, чтобы корешки у нас не ломались. Вот, поправляем. Вот тут нижний корень, прям такой. О, вот так вот. Вот. Потихонечку садится орхидея. Вот, и корнями достает до дна. Вот, до дна. Ну вот как-то так, наверное, мы ее и посадим. Мы ее не будем глубоко прям совсем заваливать, потому что корни мешают. Ну, немножко сейчас я отгребу керамзит, чтобы она чуть-чуть, вот так вот. Вот так вот, наверное. Держу я ее за неотрезанный сухой цветонос. Он как раз сейчас нам
очень хорошо помогает. Вот так вот это будет выглядеть, друзья. Вот. И кору засыпаем потихоньку. Все, то есть ничего другого здесь не будет в посадке, только кора. Это классическая, друзья, посадка, самая простая, самая, на мой взгляд, доступная, эффективная, проверенная временем. Вот. Кто не дружит с корой, друзья, кто не дружит с корой, например, живет где-то, ну, где кору, допустим, нельзя, невозможно купить, вот, ну, или просто не хочет связываться с органикой. Вот это все можно, значит, вместо коры насыпать керамзит. Да, вот тот керамзит, что я сейчас положил на дно, вот именно этот керамзит можно использовать. И точно так же оставлять вот этот вот фитиль. И тоже будет хорошо орхидеи. Но у меня просто очень много коры. Вот. Очень много. Да, то есть делал закупки. Думал, вот большая коллекция, надо очень много. Вот. И понапокупал столько, что... Да плюс еще некоторые магазины понаприсылали. Тот же Баркинвуд для обзора, для того, для сего. И вот очень много коры скопилось. Теперь вот я ее использую. Но все равно, друзья, знаете, это как... Есть, конечно, и как средство передвижения и велосипед, да, есть и собственные ноги для передвижения, есть автомобиль, да, есть там, я не знаю, другие транспортные средства, но иногда хочется сесть на лошадь, да, вот, и покататься на лошади, получить вот это вот удовольствие. Вот примерно то же самое я, например, испытываю, когда вот сажаю там орхидею там вот в кору, причем такую, знаете, хорошую кору, такая бархатная, вот такая вот, вот. Причем ароматная. Так, вот смотрите, как хорошо получается. Вах, мне аж самому нравится. Вот, вот здесь надо чуть-чуть пропихануть. Вот, кусочки коры. Вот сюда. Вот. Слишком большие пустоты не стоит оставлять, потому что там в этих больших пустотах будет ну, слишком быстро просыхать. Вот, корешкам не совсем это может нравиться. Вот, ну вот так вот, наверное, будет самое то. Вот. Корни воздушные, не надо забывать об этом. Вот. У нас как раз вчера было видео на эту тему про посадку в воздушные корни. Поэтому, собственно, и сегодняшняя посадка, она вот такая, не в очень плотный и не в очень влагоемкий грунт, а вот такой вот хорошо аэрируемый. Вот. Ага, здесь вот чуть-чуть надо подложить, да, чтобы орхидеечка у нас немножко как бы криво не росла, да. Вот. Вот такая вот, друзья, у нас получается посадка. Надеюсь, что года на 2 минимум этой орхидеечки здесь будет хорошо. Вот так, ну вот, прикрыли мы сверху еще и этот, скажите мне, мох, чтобы он не подцветал. Вот так вот, все. Вот здесь у нас корешок один, видите, остался открытым. Но, надеюсь, он полезет. Но я сейчас его сверху вот так вот здесь раз. Вот так. Все. Вот. И наш цветонос с вами один новенький, зеленый, вот он растет. Вот.
и старый тоже оставляю пока. Я под него положу кусочек, под старый кусочек коры, чтобы орхидея у нас не так облокачивалась на него и не дрыгалась, то есть зафиксированная слегка была. Все, вот такая вот, друзья, получилась у нас посадочка, монтерейчика, бабочки, вот корешочки, все мы видим, будем наблюдать за ними и понимать, как они у нас там закуклились, не закуклились. Вот так называется эта орхидея. Вставляю я сюда бирочку эту. Вот сюда. Маська храпит у меня под столом. Вот. Все, друзья. Ну, вот такая получилась у нас красоточка. Смотрите, какая прелесть. Ой, прям... Я аж получаю эстетическое удовольствие. Все, друзья. А в одном из следующих видео мы с вами и мамашу распотрошим, потому что это магазинная посадка у мамаши до сих пор. Вот. Меня, кстати, в комментариях вчера спросили, что же я дотянул-то. Раз, говорит, ты любишь пересаживать орхидеи, а что ж ты орхидею-то так дотянул? Да, друзья, у меня орхидеи этих сотни. Вот, я люблю пересаживать, но бывают обстоятельства, которые как бы говорят о том, что нужно на другие вещи тратить время, да, а цветы уже отходят на второй план. Да, те, кто смотрит наш второй канал Троняшкин Папа, те понимают, о чем идет речь. В общем, друзья, вот такая вот посадка. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Так.